Предсказания по украинскому вопросу и его последствия. Все то, что сейчас происходит, об этом говорили наши святые. Все их слова сейчас становятся реальностью. Мы говорили, что серьезные события начнут происходить, когда падет Эрдоган. Говорили же об этом. Вопрос в том, когда он падет и что будет с этими большими составляющими всех событий. Знаете, что это означает? Я не зря так долго говорю вам о том, что нужно читать Псалтырь. Все те, кто читает Псалтырь, читают Евангелие, кто молится, все те, кто раскаивается и исповедуется с благословения вашего духовника, у тех нет необходимости ни в каком морфу. Они и так умны. Тут митрополит шутит и идет игра слов на греческом, так как морфу можно перевести как ум, образование и регион, где его митрополия называется морфу. Нет у них необходимости ни в одном морфу. Пусть нас всех просветит Господь. Как говорил Геронта Никола, благословенный старец, увидев благодатный огонь. Вот он, Господь, трехипостасный, что выше всех святых. Так пускай этот свет просветит и вас, а вы не должны ни бояться, ни волноваться. Разные люди живут среди нас. Кто-то скажет: у меня семья, дети, внуки, мне нужно за покупками, чтобы о них позаботиться. Его таким образом просветил свет. А есть тот, кто скажет: а пусть будет, что Бог пошлет. И он тоже следует к свету. К примеру, Анна может сказать: у меня пока еще нет детей, а только муж. Муж ее, кстати, не ест и не пьет. Я его очень хорошо знаю. И думает Анна пойти купить хлеб соседям, индийцам. Обратите внимание, индийцам, иностранцам, иноверцам. Это не любовь, батюшка мой? И Анна полагает, что когда ей понадобится помощь, найдется тот, кто разделит с ней его хлеб. Это тоже просвещение. Я рассказываю вам примеры, которые касаются продуктов питания, что является очень простым, но одной из важных потребностей человека. Даже когда мир рушится, человек все равно хочет есть. Когда человек близок к церкви, когда он молится, Господь его просветит так или иначе. Вам не нужно ни звонить, ни отправлять мейл, просто скажите: «Господи, просвети меня», и Он вас просветит. Что мне делать с моей работой, с моими деньгами, с моими лекарствами? Господи, направь меня и просвети. Но нам придется пережить то, о чем мы слышим. Вы спросите, что же это за Бог такой тогда? А я отвечу: Бог, который заботится о нас, о каждом из нас. Что ж, я скажу несколько слов о том, что сейчас происходит в Украине, и их посредники стремятся помочь Украине. Украинцы, к сожалению, ведутся на это и вступают в войну с русскими. Знаете, что говорят об этом предсказания? Предсказания говорят, а именно слова старца, как, например, старца Игнатия Одесского, что в страну войдут после 3 Пасок: Пасхи славы, Пасхи крови и Пасхи голода. Как вы думаете, следующая Пасха будет Пасхой славы? Ты говоришь голода, а ты что думаешь, крови? Я не знаю, но точно она не будет Пасхой славы. Это сказал украинский святой. Можете найти информацию о нем в интернете. Старец Игнатий. Святой человек. Почил несколько лет назад. Так вот, о чем он говорил? Наше население приумножат иностранцы. Так говорил старец Порфирий и Паисий. Нас заполнят иностранцы. Мы поссоримся с нашими братьями русскими. Начнется война, и меньше чем через неделю русские войска войдут в Киев. И у украинцев будет такая радость, что они примут русских. И благодаря этому решатся и политические, и церковные вопросы. Это все продуманный план, чтобы мы поссорились. Тогда, когда начинался этот вопрос между двумя церквями, я сказал святейшему патриарху, что во всем этом замешана геополитика. Он тогда сказал, что не может быть, но теперь это то, что перед нами на поверхности. Вы должны понимать, что когда Господь хочет решить такие вопросы, без вмешательства людей Он допускает такие ситуации. Это так называемые операции Христа. Как завершится украинский вопрос? Или на политическом уровне, или на церковном.
Но вы мне скажете, а как же то, о чем говорит другой святой предсказатель, святой Косьма Италийский? Будет 99 попыток решить этот вопрос при помощи карандаша, но не смогут. Что значит с помощью карандаша? При помощи дипломатии. То, что происходит сейчас здесь, у нас, 10 раз будут все обсуждать. 100 стран будут что-то предлагать. Но кипрский вопрос решится только, когда кудры смогут построить свое государство на востоке Турции. Вы спросите меня, Господь сделает это для нас? Не только для нас, Он любит и курдов. Ведь жаль и курдов, у которых нет своего государства. Миллионы человек, у которых нет своего государства, нас 500 000. А сколько курдов? У них что, не может быть прав образов Христа? Как свободен Господь, так же свободен и человек. Господь хочет, чтобы мы это понимали. Поэтому не нужно сидеть и смотреть только на геополитические вопросы. Прежде всего нужно проследить шаги Господа на протяжении истории. Дело в том, что раньше я очень увлекался историей. Я хотел стать историком. Но мои братья мне не позволили. Я до сих пор изучаю историю, особенно новейшую историю. Конечно, мне нравится и более древняя история, византийская, древнегреческая, история религий. Она мне нравится очень сильно. История догматов и так далее. Вся история мне нравится. Через нее можно проследить шаги Господа, который проходит за действиями людей. Смотрит неофитос историю прошлого, и через все эти события мне открывается будущее. Понимаете? Я так чувствую, конечно, я могу ошибаться. Голос из зала. История всегда повторяется. Митрополит. Как-то так. Конечно, это не повторение точь в точь, но все же. Голос из зала. Вопрос в том, как мы реагируем и воспринимаем эти факты. Митрополит. Именно так. Мы должны стремиться к нашему благословению, к нашему спасению, к словам Бога, которые написаны в Евангелии. Эти слова должны стать для нас как дорожные знаки, чтобы не заблудились и не попали в аварию корабли и машины наших душ. Геронда, что же будет с украинским вопросом? Что будет с тем, что известно нашим архиереям, нашим патриархам? Большие события, которые грядут, мировые события, всеобщей войны, с теми событиями, которые уже начались. И будет еще много чего. Все это ранит и пугает людей. Но кое-что приведет и к хорошему. Одно из таких хороших событий будет, наконец, поймут наши патриархи и архиереи, как должно быть в церковном мире. И когда, наконец, наступит мир, нужно будет собрать большой собор, на котором решатся проблемы, которые существуют года и столетия. Мировые события, которые предвидели святые отцы и матери, это не только те события, которые станут болезненными, но и хорошие события, которые принесут миру и братство. Православные люди знали об их видениях, пророчествах, и могут задаться вопросом, чему верить. И, как говорят святые отцы, нужно верить видениям и пророчествам. Но с другой стороны, это может быть эксперимент, а вот эксперименту не нужно согласие и мир. Эксперименту нужно разногласие. И когда они пришли к нему с вопросами о существовании Бога, не успев высказать свое мнение, не успев рассказать, с кем они, с Богом или дьяволом, он повернулся к ним с очень серьезным видом и сказал: «То, что вам говорил Ефрем, это будете делать. Ждите и не торопитесь. Не строят планы только люди, есть и Господь для их тел». Слышите? Что является телом человеческим? По мнению старца Порфирия, только православная церковь. У Господа есть план. Он не оставит никого из нас, ни священников, ни клириков, ни эту церковь, ни это тело. Нас ждет огромное счастье. Мы уже видели многое, но справедливый Бог, трехипостасный Иисус Христос, знает, предвидит и действует. И даже те плохие события, которые начались, принесут много хорошего для церкви и верующих людей. Нужно спокойствие, терпение и множество молитв.